Хемингуэй, кстати, писал, что в каждой гавани один эстонец, который ожидает гонорар за описание своих путешествий. Узелок, узелок, а за ним другой узелок. Крепкий узелок, как слово моряка, узелок. Людей много, люди разные, истории одинаковые. Лево руля! Карты в сад! Суши весла! Здравствуйте! Рыбаки? Рыбаки! Поднялся сильный ветер. У Хиума сильные ветра. Хотели вернуться домой. Да, домой. Хотим домой. Да. Не получилось. Я бы вам помог. Если вы умеете держать слово. Умеем. Есть тут у меня вещица. Веревочка. Она вам и поможет. Как отправитесь в путь, развязите первый узел на веревке. Будет вам ветер. В мгновение ока отнесет он вас далеко от острова. На половине пути развязите второй узел, а третий узел можно развязать только на берегу. В море смотрите, не рассказывайте. Нет, не поможет. Как се поможет? Ха-ха-ха. Я думаю, что поможет. Только надо сдержать слово. Берег! Я вижу берег! Старик был прав.
Не успели оглянуться, как оказались на середине. Пора развязывать второй узел. Песня рыбака издалека слышна, нас сосед очень крепка, нам морская глубь не страстна, мы три эстонских рыбака. Эй, эй, ха-ха, мы три эстонских рыбака. Эй, эй, ха-ха, мы три эстонских рыбака. Туса моряка, как паруса, таль от родного дома, нас и зоны маяки светят сердцем с берега вдали. Эй, эй, ха-ха, мы три эстонских рыбака. 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 Ура! Мы почти приплыли! Давай, развязывай третий. Старик Сьюма велел развязать третий узел. Только на берегу. веревку! Надо развязать третий узел. Да, да! Давай, развязывай! Делайте, что хотите. Давай, развязывай! Убрать парус! Держи! Держи! Черпай воду!
Нас, эстонцев, подразнивают горячий эстонский парень. Якобы из-за нашей медлительности и отсутствия темперамента. Но как раз эта сказка хибнская хорошо иллюстрирует последствия опрометчивости и непослушания добрым советам. Я напоминаю, что одна островная поговорка говорит так: тише гребешь, дальше доплывешь. See on motiiv, mis on liikunud rahva juurest rahva juurde ja sama on tõenäoliselt ka 3 sõlmega. Ka siin on inimene liiga äge või liiga kiire kõike seda, mida tal ei ole määratud kätte saama ja siis lõpeb kõik õnnetult. Когда мы читаем эстонские сказки, слушаем эстонские песни, а песенный фольклор исключительно богат, просто наследие одной из самых богатых в мире, то первое, что мы можем здесь отметить, это исключительная неагрессивность. Но я должен сказать, что эстонцы, хотя мы народ маленький, были последними викингами. Когда шведов и норвежцев, уже датчан, крестили, они, так сказать, успокоились, перестали заниматься морским разбоем и пиратством. А наши, особенно островитяне, еще на судах ездили в Южную Швецию, Данию и так далее, чтобы там достать военную добычу, рабов и красивых девушек, чтобы найти свежих невест. И известно по хроникам, что еще в начале XIII века наши викинги действовали на Балтийском море, доходя до Дании. Eesti on selline maa, mis asub mere ääres ja siin on väga palju metsa. Inimesi on siin vähe. Aga siin on sündinud selline helilooja nagu Arvo Pärt. Pärdi muusika on lihtne, aga samas väga huvitav ja sügav ja mõistatuslik. Pärt ise on oma muusika kohta öelnud, et tema Tintinabuli stiilis kirjutatud muusika on just kui 2 inimest käiksid koos teed. Vahest nad kohtuvad, vahest mitte. Ilus on just see, kuidas kokku kõlavad need 2 rida Pärdi muusikas. Мы, эстонцы, все-таки сохранили от дохристианских времен такое почтительное отношение к природе и к среде. И мы воспринимаем это одухотворенно. И даже сейчас многие эстонцы считают, что дерево тоже имеет душу.
Если в городе в парке дерево, у него еще 3 листика зеленых. Его нельзя спилить, поскольку это убийство. Настоящая память связана с природой. Вот этот изгиб реки, этот камень здесь, это дерево. Это все не просто части какие-то пейзажа. Это историческая память. Все это самое, совершенно аналогичные вещи мы видим в Эстонии. В сути дела, с каждым клочком земли, с каждым уголком леса связана какая-то история. Minu jaoks meri on kogu elu, annab mulle jõudu, energiat, mida iganes. Et väga sageli käin lihtsalt mere ääres jalutamas, et oma mõtteid koguda ja nii ongi. Et ilma mereta minu jaoks elu ei ole. Merel ongi nagu rütm, et kas või lained ja tuul, et siis tekibki mingisugune rütm lainete loksumisega. Ja samas on jälle, kui vaikus on, siis see rütm kaob. Для рыбаков, естественно, важно и то, чтобы рыбу можно было бы продать по нормальной цене в современном мире. И, с другой стороны, важно то, чтобы рыба была. Рыба, хотя она типичный возобновимый ресурс, но если ловить слишком много, может и кончиться, или почти кончиться. И такое в 90-е годы было. Ну, не то, чтобы совсем почти кончилось, но такие признаки перелова были. Kui ma 5 aastat tagasi tahtsin kalameheks saada, siis ei olnud meres kala. Nüüd, kui kala on meres olemas, tegelen ma maisemate asjadega ja valmistan mööblit. Юмор островитян в первую очередь ценился самими островитянами. При этом есть такая даже идея, не очень подтверждаемая фактами, что чем меньше остров, тем острее там на язык жителей. Поэтому жители Хиума считаются, что они, во всяком случае, они сами так считают, что они остроумнее, чем жители Сaaremaa. Ну уж о материковых эстонцах и говорить не приходится. Hiidlasel naine Saaremaa mehega ära jookseb, siis ütleb, tuleb kätte maksta. Kõigepealt lasen enda maha ja siis pärast lasen naise maha ja siis armukese. Eestis on Hiiumaa tuntud ka selliste naljainimeste saarena või naljameeste saarena ja meie huumor on väga tihedalt keelega seotud. Enamasti mujalt tulnud seda väga hästi ei mõistagi, sest me püüame, see on nagu 2 mehe saak, et kui teises otsas ei ole head paarilist, siis nalja ei tule. Aga me proovime selle alati ära. Ja kui keegi ütleb mingi natukene naljaka lause, mida saab ära kasutada, siis me seda ka teeme. Et ta küsib, et kuidas ma saan või kas see tee läheb, siis hiidlane vastab, et ei, see tee ei lähe ise kusagil, ikka ise tuleb minna. Aga selliseid lugusid, mis keelel põhinevad, on hästi palju. Nii, sõidan mina ükskord merel paadiga. Mees üle parda kukkund. Hüüab, viska mulle nööri otsa. Ma ütlesin, polnud kade mees, ütlesin, võta üsna mõlemad. Kui sõber ütleb, et kui merel halb hakkab, peab midagi tegema. Et kui sul midagi muud teha ei ole, siis kas või hoia ust.